мы продолжаем наши обзоры, наши торги, наши сделки, наши стратегии и наши нефинансовые для вас рекомендации, хотя можете принять, применять, критиковать и, в общем, взаимодействуйте с нашим каналом, задавайте вопросы, не пишите, как уже один из наших пользователей, свои фразы от кошельков. Ну, в общем, всячески к нам взаимодействий и хорошего профита. Да, эксперимент мы начали 17 апреля. Сейчас перейдем на сделки, покажем, сколько сделок мы сделали. В субботу было последнее наше вещание, вы можете его пересмотреть. Опять же, хочется подчеркнуть, что ни в коем случае не финансовая рекомендация. И также в воскресенье мы всегда выходные, то есть мы не делаем обзор рынка, а просто наблюдаем. Ну и кто хочет, тот торгует. Я, в принципе, торговал. То и в воскресенье получилось сделать вот этих вот 5 сделок. Да, если эту сделку пришлось закрывать вот где-то здесь, потому что видно было, что рынок идет не в лонговую сторону, а все-таки он шел вниз. Надежда все время была, что он все-таки развернется и пойдет в лонг. Затем сделал еще одну лонговую сделку, но тут уже начал включать свою это усреднение, да, видно, что сделал 0,29 центов, но процент достаточно низкий, потому что постоянно усреднялся, да, то есть все-таки надеялся, что мы вот от этого уровня пойдем вверх до вот этих границ, даже вот здесь вот у меня было прописано, но пришлось закрывать внизу, потому что рынок начал вдруг разворачиваться. Тут опять все-таки надеялся, что рынок будет расти, и тоже зашел очень низкого уровня, поставил стоп-лосс короткий, тоже усреднялся и закрылся здесь, потому что рынок продолжил падать вот здесь. Опять же здесь зашел в лонговую, но была ночь, я уже перед сном не стал ничего делать, закрылся. И тут вот отторговал вот до этих пор, это сегодня утром закрылся, чтобы сделать обзор. Удалось сделать около 13%, не больше, даже 18%. Вот такой вот результат. Можно было бы сделать раз, два, ну и еще 3 сделки. И интересно, получилось бы ли больше пользы с этого, ну и хоть из видимой зоны. Да, получается, что можно было вот эту вторую сделку отторговать, нет, вот которая у тебя вторая вообще на экране, а которая дала тебе 20,5% плюса. Потом можно было сделку, которая у тебя на экране 4-я, шортовая, ее можно было просто досидеть до конца, да, и забрать вот эту всю прибыль, и не заходить в одну, во вторую сторону несколько раз. И единственное, что она бы вышла по стопу, и надо было бы перезайти. Вот здесь, когда мы уже подтвердили снизу выход из твоих средних 2 синих полос, то можно было бы попробовать войти. Да, вот, скажем так, вот эту консолидацию, да, расторговать ее вниз. И да, вот эта точка входа была бы прекрасная. И здесь вопрос только, где фиксироваться. Думаю, что будет вверх, хотя после того твоего прогноза про биткоин, который будет идти вниз, может быть и все и улететь вниз. Хорошо, это, скажем, на 4-часовом таймфрейме. Можем еще увеличить, посмотреть на дневном, что происходит, и как, в принципе, какие мысли вообще по тому, что я вижу. Ну, во-первых, вот эти большие желтые полосы говорят о том, что мы внизу. Канал показывает, что канал у нас нисходящий. Единственное, из позитива я вижу, что у нас есть вот эта консолидация внизу, которая может нам послужить поддержкой. Вот это вот. Да, и мы сейчас приближаемся к ее верхней границе через вот эту консолидацию. Да, то есть мы сейчас расторговываем вот эту вот ликвидность где-то, и либо мы оттолкнемся отсюда вверх, то, что ты прогнозируешь, либо мы пойдем за вот этой вот ликвидностью тоже проторговываться. Вот 2 таких у меня момента. Вот здесь уровень смены тренда, который я говорил, после нисходящего движения. Здесь мы сломали, оттолкнулись, и у нас пошло восходящее. И как раз-таки совпадают у нас 2 уровня, от которого мы пошли к самой верхней на сегодняшний момент точке, и от которого мы пошли к самой нижней в этом диапазоне точке. Они у нас совпадают. И вполне возможно, мы пойдем его тестировать еще раз.
Но здесь есть еще у меня уровень из прошлого, да, сильный какой-то уровень, который я прорисовал, откуда мы шли к самой верхней точке в этом вот диапазоне. Мы его прошли, мы под ним, и, возможно, мы перед походом ниже можем еще его раз протестировать. Я схожу на меньший таймфрейм, чтобы было немножко понятнее, что сейчас происходит. И сейчас, если рассматривать только ситуацию, которая прямо сейчас происходит, то вот что я вижу. Это точка, откуда мы пошли к самому нижнему значению цены. Мы возвращались к ней и оттолкнулись от нее вниз. Сейчас вот здесь вот ожидаю, даже поставлю какую-то линию, ожидаю прихода цены вот сюда, посмотрю на реакцию цены вот отсюда. Если мы уходим ниже, ну, то, мне кажется, лонговый сценарий будет не актуален. Но если мы отсюда оттолкнемся и потом пробьем вот этот уровень, то будет тест зеленый и, скорее всего, что лонговая ситуация. Пока вот этот лой выше, чем этот, значит, тенденции слома пока нет. Да? То есть у нас тенденция слома, когда перестают обновляться лои. А у нас в данном случае не перестали. Поэтому пока больше шортовых подтверждений, нежели лонговых. Да, напомним нашим зрителям еще раз, я перейду на Bybit, потому что мы работаем с биржей Bybit, но и с другими тоже биржами работаем, но в основном наш эксперимент показываем вам на Bybit. Кстати, кому нужны ссылки на биржу Bybit, чтобы зарегистрироваться, кто не знает, как зарегистрироваться, почему, Bybit тоже пишите, и мы вас познакомим со всем этим. А также, кому нужна ссылка на TradingView, возможно, чтобы это была действительно оригинальная программа, в которой мы работаем, тоже пишите. Да, еще раз хочется напомнить, Bybit, да, загружаете биржу, выбираете монету таким образом, что вы на иконке монеты кликаете и выбираете из списка та, которая вам необходима. Конечно же, вы должны зайти в вкладку «Торговать фьючерсами», затем выставляете плечо, 7-м плечом мы торгуем, и так как мы проговорили точки входа, то мы выбираем лимитный, потому что цена у нас находится выше, а идем мы в лонг, да, и выставляем нашу точку входа 13.99, стоимость всегда мы берем 10 и выставляем точки профита и точки take profit и stop loss. Take profit у нас был 14, даже 16 поставлю, stop loss у нас был 13.925. Получается, если посмотреть, да, 1 к 3 у нас мы потеряем 4,64 цента. Или если монета пойдет в нашем место, мы получим 12 центов. Подтверждаем лонг и проверяем все еще раз детали нашей сделки, подтверждаем ОК. И все, она теперь у нас в открытых ордерах, лимитные и рыночные ордера, вот она уже выставлена. А также у нас еще условный стоит, который закупится на 13,7. Как я уже говорил ранее, что у нас доминация продолжает быть высокой. И она составляет даже сейчас, когда чуть-чуть откатила 64,6, она максимум была 65 практически. Это говорит о том, что цена биткоина пойдет вверх, значит, весь рынок будет идти вверх, кроме монет с обратной корреляцией. И если биткоин пойдет вниз, то точно так же рынок повторит за ним, ну, в разном процентном соотношении. Какие-то альткоины уже на дне, они меньше просядут, ну, а те, которые росли, могут сделать хорошее движение вниз. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Хочу вернуться я к бирже CME и посмотреть, как мы закрылись в пятницу, показать, какой образовался ценовой разрыв между ценой пятницу и понедельником. У меня здесь стрелочка, что в пятницу мы закрылись по вот этой цене, в выходные CME не торгуется, и довольно часто вот эта цена, ну, компенсирует, цена в понедельник компенсирует после обеда вот это вот ценовой разрыв. Идем заполнять вот этот ценовой разрыв, так называемый гэп, то может сработать наша теория с линком и отработать его в лонг. За такой детальный обзор. Да, ну и встретимся уже завтра, посмотрим, как отторгуют наши предположения. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте колокольчик и до новых встреч, друзья.